Привет, 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 песеры, с вами Морж и третий выпуск моей исповеди новичка, где наконец-то я все-таки пойду в онлайн-матчи тестировать, что ж у меня получилось собрать за состав, насколько он конкурентно способен и насколько для меня, как для человека первый раз зашедшего в эту игру, это все будет мучительно больно. Сразу могу сделать вам небольшой спойлер, будет больно и будет очень даже мучительно. Поэтому ошеломительных результатов от меня можете не ждать, мне хоть немножечко покатать. К сожалению, мой левый полузащитник, правый полузащитник и центральный нападающий находятся на форме D, то есть они будут на хреновых стрелках, и мне бы хотелось сделать какую-то ротацию состава, но вы сами знаете, у меня просто банально нет игроков, которых я могу поставить на эти позиции, потому что денег нет, но вы держитесь, сказали мне Konami, и, собственно, отправили меня в онлайн-матче. Хреново, конечно, но и с такими трудностями можно справляться, с чем я, в общем-то, и постараюсь справиться. Ладно, идем в соревнования, и первого товарища мне находит вот такого, с 2100 командой. Я сразу понимаю, что это игрок с ветеранскими бонусами. Мой состав вы видите на экране, и состав соперника вы тоже видите на экране. Да, здесь есть два опорника белых мяча и правый защитник белый мяч, но, блин, тут три легендарных игрока в атаке и два легендарных игрока в защите, которые всегда на великолепных стрелках, и, собственно, моим защитникам как с этим всем справляться, с рейтингом 67-66, которые не могут ни бегать, ни толкаться, ничего делать, ну, вы, в общем-то, сами видите. Унижение, так сказать, дубль первый. Игроки противника великолепно открываются, у них есть на это статы, мои защитники, к сожалению, с ними просто поделать ничего не могут. Они никого не догоняют, они не реагируют на мяч, и здесь, конечно, ну, прокачка, только это здесь решает. А по сути, у меня-то выбора, в общем-то, никакого и нет, у меня других игроков нет, и нужно играть как-то этими. Да, ребят, я пытался отвечать, я пытался хоть как-то отвечать, но там облак на воротах, и когда у моего нападающего реализация в районе 70, сами понимаете, облаку забивать сложновато. Вы видите, да, у меня защитник высокий, но Ромарио просто корпус в корпус спокойно уходит, потому что у моего защитника, даже при его росте, корпуса особо нет. И, наверное, сейчас я вижу в этом очень большую проблему, что реально вот в 22-й части очень сильно решает набор футболистов, очень сильно решают статы игроков. Как я не пытался, где-то, ну вы сами видите, ни хрена у меня вообще где-то не получалось. Мои игроки не могли реализовывать, я же пропускал все, что только можно. Кстати, вратаря на самом деле стоит похвалить, если бы не он, я пропустил бы еще больше. Да, вот такие удары тоже мои игроки исполняли, поэтому что я не придумывал на поле, у меня ни хрена не получалось. Вот здесь уже, да, полнейшая ошибка моего противника. У меня получилось один мяч отыграть, но на этом, в принципе, унижение продолжилось вот такими вот передачами от моих же игроков. Паса там тоже особо пока что нет. Ну, а дальше ты просто ничего не можешь сделать. Твои игроки не могут опередить игроков противника, у которых гораздо выше показатели. И это на самом деле печально. Играя сейчас даже в PES Mobile, иногда и игроками по 60 можно вытаскивать за счет скилла. Я, если честно, я не скажу, что я скилловый игрок. Тем не менее, здесь у меня не получается вообще ничего. Следующий соперник 205 сила команды. Естественно, я сразу понимал, что там тоже будут легендарные игроки. Кроме этого, мне еще и стрелки вот такие на матч выдает. Ну вот как с этим всем играть? Отдельно хочу сказать про выносливость. Это просто жопа. Ну и вот состав моего противника. Вот играй как хочешь. Да, у него нет сыгранности команды. То есть, возможно, этот человек не совсем понимает даже, что в этой игре нужно делать и как прокачивать игроков. Но какая ему разница, если у него есть состав, против которого мои игроки просто сделать ничего не могут. Они еле-еле реально даже толкаться не получается. Ну, смотрите, просто удар сходу, что мне отвечать на такие варианты, я, если честно, не знаю. Как я понимаю, сейчас вообще нет градации по какому-то рейтингу футболистов, по твоему рейтингу в онлайне, и поэтому кидает на кого угодно. И я вам так скажу, 9 из 10 матчей кидает именно на ветеранов с вот такими составами, которым я просто банально изначально уже в раздевалке ничего не могу противопоставить. Хреновые стрелки у футболистов, хреновые, в общем-то, навыки, и свои моменты я реализовать не могу. Мне же залетает, ну, вот абсолютно все, что хочешь. А если что, противнику игра поможет вот в таких моментах. Почему бы и нет? Отскок от моего футболиста, и, собственно, Инзаги вбивает мяч в девятку. Обидно? Конечно, обидно. Игра может и с пенальти помочь, если прям сильно обидно. Не знаю, где там судья увидел нарушение, тем не менее, мне еще и пенальти в этом матче прилетает. Есть даже повтор, противник его не проскипал, ну, вроде корпус в корпус играл. В чем там пенальти? Тем не менее, пенальти, пожалуйста, Морж должен проиграть, а значит, Морж проиграет. Сказать, что у меня сильно от этого горит, да на самом деле не то,
чтобы сильно гореть, ребят. Я на самом деле понимал, к чему это все ведет. У меня вот только один вопрос к Konami. Обычно, когда тебя унижают уже прям сходу, да, кстати, при 0-4 проигрывая, я все-таки один гол сумел отыграть, вот такой вот комбинацией со штрафного. Я пытался хоть как-то креативить, я пытался хоть что-то делать, тем не менее, противнику достаточно было давать пас вперед, и я не пропускал. Но иногда был и на моей улице праздник, тут я вам тоже признаюсь. Тут мне выдало совсем новичка с силой командой 1500, и само собой, тут я уже отыгрывался. Несмотря на настроение моих футболистов у меня, я уже отыгрывался по полной программе и точно так же устраивал разнос. Сами видите, команда соперника, ну, что тут можно сказать? Поэтому этот матч у меня прошел достаточно легко, и первый этап онлайн-соревнований я, в общем-то, прошел. Моменты я вам показывать не буду, 5-1 паренька я разнес, все равно один умудрился пропустить. Тем не менее, прошел первый этап онлайн-соревнования. Что хочется вообще сказать? Дичайшее влияние именно конкретно футболистов и именно прокачки футболистов в этой игре. Здесь многое заменят хорошие игроки, они очень сильно будут заменять тебе скилл, и некоторые моменты вытащить будет, ну, практически невозможно. Вы видите, я там и по 6-1 и пролетал, и хрен я с этим что мог сделать. Единственное, какие выводы я сделал для себя, я сменил схему, я выдвинул моего турка и куба на атакующих полузащитников, потому что на левом и правом полузащитнике они просто нереально жгут выносливость. У турка у нас выносливость, где тут она, 65, ее хоть качай, хоть не качай, он очень быстро устает, как и у куба, к сожалению, да, у него 72, чуть побольше, но тоже очень-очень сильно устает из-за хреновых стрелок. Ну и в центр защиты я приобрел, было немножечко денежек, Салибу и Бадишаиля, потому что при всех раскладах вот эти центральные защитники, которых я вам показал, не вывозят по скорости, просто вообще абсолютно не вывозят. Этих постараюсь прокачать, эти как бы на ступенечку повыше, но тоже не сказал бы, что слишком хороши. Ну и правозащитника я приобрел, в своем телеграме я это запостил. И мой состав на данный момент выглядит вот так. К сожалению, турка атакующим полузащитником сделать нельзя. Он теряет достаточно много рейтинга. Ну и форма. Форма для меня сейчас это тоже беда. Ротации состава нет никакого. Новых игроков я сюда поставить не могу, потому что банально у меня нет денег на его покупку. Но по сути мне нужен хотя бы один центральный нападающий посадить на замену, чтобы потом выпускать, когда мои устанут. Мне нужны атакующие полузащитники, которые смогут нормально поддерживать атаку и не будут уже к 30-й минуте мертвые, а Куба и турок реально к 30-й минуте мертвые. Ну и отдельно похвалю вратаря. Отличный вратарь, на самом деле. Если бы он так не тащил, как он тащил, я бы пропускал гораздо больше. По деньгам вы видите 18 тысяч у меня. Надеюсь, завтра мне вроде бы 50 тысяч еще должны добавить. И я потихонечку начну внедрять новых игроков. Но пока на самом деле вам такой совет от меня, если вы действительно новичок. Не суйтесь в онлайн, играйте с ботами. Если вы не хотите просто банальных унижений, из матча в матч. Да, раз на 10 соперников вам будет кидать примерно игрока вашего уровня, либо даже хуже. Но это раз в 10 матчей. Остальные 9 матчей вы будете играть против людей, у которых легенды в составе, и которые будут просто нажимать пас вперед, и ни хрена вы с этим сделать не можете. К сожалению, реалии на данный момент такие. Ждем каких-то новых ивентов. Я продолжу потихонечку развивать свою команду и держать вас в курсе, но от вас надеюсь на максимальную поддержку в комментариях и при помощи лайков. На этом прощаюсь, ребят. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.